Приветствую, друзья! Прежде всего, Shanlink M3X удивляет тем, что это по факту 3 аудиоплеера в одном, то есть с одним устройством мы получаем звучание с абсолютно разным характером. Ну а когда есть возможность выбора, мы с вами всегда на коне. Причем на этом перечень плюшек здесь не заканчивается. Сюда же нам установили полноценную операционную систему Android, фирменный дисплей производства Sharp, поддержку Wi-Fi, двустороннего Bluetooth и, конечно же, DSD, PCM и MK потоков. В общем, довольно заряженный такой получился гаджет, и это я еще стараюсь не спойлерить о специальным образом переписанном софте, обеспечивающем BitPerfect качество вообще из любого приложения или стримингового сервиса, а это уже дорогого стоит. Собственно, поехали! Пришел плеер в небольшой по меркам современных смартфонов картонной коробке с изображением модели и 2 логотипами пройденных сертификаций. Это Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless. То есть здесь максимальное качество как по проводу, так и без. На обратной стороне нам услужливо обозначили основные технические моменты аж на 9 языках, к сожалению, друзья, без русского. Яркую внешнюю суперобложку, конечно же, снимаем, причем сдвигом вправо, и под ней нас ожидает довольно-таки дешевый синий картон с логотипом компании. Хотя излишний шик в упаковке штука очень сомнительная. Лично я предпочитаю платить именно за устройство, а не за то, что будет у меня валяться где-то в кладовке или шкафу. В комплект нам положили неплохой такой матерчатый Type-C кабель, 2 пленочки на заднюю и переднюю часть устройства, гарантийный талон, инструкцию по эксплуатации, какую-то вот наклейку с наглядным пояснением, как открыть лоток для карт памяти. Процесс, конечно, не совсем очевидный. Наклейка. Многие бы хотели увидеть здесь еще какой-нибудь простенький чехол, чего скрывать я и сам был бы рад, но увы. Ну а если уж душа требует чего-то особенного, то на AliExpress можно взять довольно крутой девайс из кожи молодого дермантина, причем специально под данный девайс заточенный. Я тоже долго думал, но в итоге купил совсем недорогую сумочку для поездок. Хотелось, чтобы туда и плеер влезал, и наушники, и все это вместе. Ссылочкой, конечно же, поделюсь, а что и как, каждый уже решит для себя сам лично. Выглядит аппарат, конечно, друзья, ну просто сногсшибательно, да и в ладони лежит словно литой. Спереди стекло, сзади стекло, а все остальные части приятно холодят руку металлом. В общем, круть как она есть. Экран здесь производства Sharp на 4,2 дюйма с мультитачем на 5 касаний и HD разрешением. Это как у iPhone XR. Не Full HD, естественно, но для наших нужд и этого с головой. Причем дисплей тут занимает, как видите, почти всю переднюю часть плеера, и этим не могут похвастаться даже флагманские модели от этой же компании. Заднюю часть непонятно почему тоже сделали стеклянной, но сюда уже с завода наклеили нам защитную пленку. Из интересного тут логотипа бренда и 2 эмблемы Hi-Res сертификации, которые мы уже с вами видели на коробке. Слева производитель разместил 3 механические кнопки, раздельная перемотка вперед-назад и, конечно же, пауза. Справа находим индикаторный светодиод и совмещенный с кнопкой регулятор уровня. При длительном нажатии на него плеер включается и отключается. Короткое нажатие работает как ОК, а вращение меняет уровень громкости от 0 до 100 пунктов. Точно не запутаешься. Вращается регулятор с тактильно приятными щелчками. Если лень крутить, то точную подстройку можно закончить пальцем, проводя им по сенсорному экрану. Вход здесь один. Это Type-C, причем он полноценный, то есть поддерживает всякие флешки, внешние ЦАПы, да и сам девайс, откровенно говоря, может работать как ЦАП с компьютером, ну, если на то есть необходимость. Здесь же расположился закрытый слот под карту памяти. Механизм чем-то похож на таковой у Kavon. Сначала нажимаем на пимпочку, затем вытягиваем заглушку и поворачиваем ее. После этих действий слот становится доступен для установки или извлечения microSD карты. Своя память у плеера, конечно же, тоже имеется на 32 гигабайта. С таким объемом сегодня, наверное, далеко не уедешь. Хотя, если вы любитель стриминга, тогда все эти вот карточки вам вообще ни к чему. По выходам Shanlink M3X представляет из себя 100% современное устройство, то есть классический джек на 3,5 мм и балансный 4,4 мм Pentacon. Зачем 2? Ну, на самом деле выходов тут аж 4, поскольку старый добрый джек работает как линейный выход, небалансный через 1 ЦАП и небалансный через 2 ЦАПа. В результате на 32 Ома нагрузки мы имеем 80 и 101 мВт на 3,5 мм и 240 мВт на 4,4 мм. Ну а на такую
выходную мощность уже завязано время работы. Так мы получаем 23 часа на одном ЦАП, 20 на двух и 19 на пентаконе. Есть еще 46 часов в режиме воспроизведения по Bluetooth, который здесь поддерживает ASI, aptX, aptX HD и, конечно же, LDAC. То есть все самые жирные на сегодня кодеки, причем работающие в обе стороны. То есть к плееру можно подключить наушники или наоборот подключить к смартфону сам плеер. Wi-Fi тут тоже в наличии, но в этом плане аппарат не бьет рекордов, вполне стандартный модуль. Через него сюда и заводится стриминг, и через него же можно посидеть в социальных сетях, погуглить в браузере или накатить обновление прошивки. Ну и раз уж мы заговорили о железе, внутри установлен аккумулятор на 3200 мАч, а в качестве ЦАПов используются целых две штуки ESS и ES9219C, к которым привязано уже полное декодирование MQA сигнала. ЦАП непростой, сразу с усилителем, регулятором громкости и переключением входов. Процессор в девайс поставили 8-ядерный Snapdragon 430 по 1,4 ГГц на ядро. Поиграться на нем вполне реально, но лишь во что-то вот такое простое и нетребовательное. Ставить в плеер игровую начинку не имеет вообще никакого смысла, а следовательно мериться попугаями из бенчмарков просто глупо. Для этого есть обновляемый каждый год смартфон. Android тут в значительной степени переписанный, в основном это касается системного микшера и режима работы Beat Perfect. Это когда звук передается ровно как он есть, без потери от себятины. Недавно, кстати, сделал сравнение популярных программных аудиоплееров на Android, и решения от Shanlin показали самый высокий динамический диапазон, а также самые низкие искажения и шумы. Однако, благодаря работам на системном уровне, вы можете установить на плеер и пользоваться вообще любыми приложениями, какие вам только нравятся, но есть ряд важных нюансов, которые, кстати, стоит учитывать. Система тут базируется на чистом Android версии 7.1.1, и обновляться эта часть вряд ли будет. Ну и второе, в аппарате изначально отключен микшер, а значит получить звук сразу из нескольких программ здесь не получится. За максимальное качество нужно платить, от этого никуда не уйти. Интерфейс мало чем отличается от любого современного смартфона. Здесь, конечно, можно назначить плеер лаунчером по умолчанию и получить устройство там в стиле старой школы, но лично я в том особого смысла не вижу. Изначально нам установили кучу всякого непонятного софта. Из магазина приложений я поставил Google Play и снес вообще все лишнее, благо это возможно. Не трогайте только приложение с лампочкой, друзья. Вот это вот. Под этой иконкой скрывается обновление прошивки плеера, а так все очень привычно. На верхней шторке можно переключить выход на линейный, выбрать низкое или высокое усиление, двойной или одинарный ЦАП, AirPlay, режим накопителя или USB ЦАПа и перейти в полные настройки звука, где, например, установить Bluetooth кодек по умолчанию или ограничить максимальную громкость. Зарывшись глубже, можно выбрать виртуальные клавиши управления и переназначить блокировку физических кнопок. Встроенный по умолчанию плеер от Shanlin имеет свой виджет, удобен в управлении и позволяет вместо картинки альбома выводить вот такую приятную аналоговую стрелочную индикацию. Она, конечно, чуть запаздывает, но от этого просто никуда не деться. Зато выглядит все очень круто и наглядно. Сначала я даже ставил привычный по смартфону софт в виде Hybe и FIO Music, но после проведенных измерений полностью перешел на родной от Shanlin. Динамический диапазон прям очевидно шире, и это не один я заметил, также и многие пользователи, да и реальные измерения подтвердили сию догадку. Наушники аппарат потянет практически любые. Относительно поддержки тех или иных музыкальных форматов, плейлистов и всяких куе, тут вопрос больше не к плееру как к устройству, а как к софту. Если чего-то вам не хватает, то покупайте, скачивайте то, что нравится и пользуйтесь. В этом, я считаю, и есть главная киллер-фича плееров на Android. Полнейшая свобода выбора. Хоть сам напиши себе программу и пользуйся. Аппарат на качество ограничено 32 бита, 384 кГц и DSD 256. MQA здесь работает в режиме полного декодирования. А вот что особенно приятно, текущий поток подписывается в верхнем меню, там где часы и батарейка. Так я отлавливал всякий нечистоплотный софт, и такое сегодня встречается. Запускаешь, к примеру, файл на 96 кГц, а вверху бац 384 кГц. Значит, программка автоматом апсэмплит сигнал до максимума, а это уже читерство в звуковом плане, которое, к слову
что мало что дает и ни к чему хорошему не приводит. Полезная, согласитесь, функция. Замеры на 24 бита 96 кГц и максимальной громкости показали все пункты в состоянии отлично, кроме гармонических искажений, где все ограничилось оценкой очень хорошо. Идеально прямая ЧХ, уровень шума минус 108 дБ, динамический диапазон плюс 108 дБ, ну и гармонические интермодуляционные искажения находятся ниже уровня минус 100 дБ. И это все на максимальной громкости в режиме двойного ЦАП. То есть при нормальном сценарии использования будет все еще лучше. Звучит же Shanlink M3X совершенно по-разному в зависимости от того, в каком режиме мы используем плеер. Так, с 3,5 мм выхода в режиме одного ЦАПа звучание, прямо скажем, не блещет. Типичный уровень нормального бюджетного Hi-Res аудиоплеера. Такое довольно хлипкое тело, много воздуха, деталей, но нет сока, массы и певучести. В этом режиме аппарат мне совершенно не понравился. Подключая бас ADC-03 через OTG, у плеера вообще не было никакого шанса, и это с учетом стоимости свистка в $50 и плеера 300+. Но благо в настройках можно включить режим двойного ЦАПа, и тут уже проявляются те самые сок, масса и драйв. Это уже намного приятнее слушать, и тут мы прыгаем сразу на ступеньку вверх. За такой звук отдавать указанную сумму уже вполне нормально. Но и это еще не все. Если вы подключитесь к 4,4 мм балансному выходу, то вообще не узнаете свой плеер. Вот тут уже реально мясо, сок, драйв и мелодичность. Настоятельно рекомендую использовать M3X исключительно с балансного выхода. Кто-то, конечно, проведет параллель с выходной мощностью. Да, этот параметр также оказывает свое влияние, однако выбранные для сравнения наушники Kinera Norn вообще не требовательны к мощности и свободно раскрываются даже на 60 милливаттах, не говоря о 80 в режиме одинарного ЦАПа. Так что рецепт такой. Лучше всего герой обзора звучит в режиме двойного ЦАПа, а с балансного выхода так вообще идеально. На низком уровне усиления подача становится мягче и, на мой взгляд, естественнее. Переключение на высокий добавляет звучание резкости и злости. Музыкальность при этом незначительно падает, зато у инструментов появляются четко очерченные границы, воздух, пространство и глубина. Бас здесь четкий, глубокий, с хорошим уровнем проработки текстуры, высокими показателями атак и затуханий. С оглядкой на наушники, естественно. Серединка просто мега натуральная, живая, с шикарной проработкой всяких мелких деталей, оттенков звукоизвлечения, насыщенным жирным звучанием и просто превосходной, как для своего сегмента, мелодичностью. Верха столь же массивные, приятные и протяженные, но с ними есть свои нюансы. Так, на встроенном программном плеере Shanlink они чуток прибраны на задний план. Но если поставить, к примеру, плеер FIO Music или USB аудиоплеер, то они выравниваются, чем добавляют в подачу яркости и света. Тут все на любителя. С неделю я игрался разными программными плеерами и в итоге вернулся таки на встроенный. Как сказал один из владельцев M3X, и я с ним полностью в этом плане согласен, Shanlink звучит очень по-аналоговому приятно, словно играет не флаг-файл, а виниловая пластинка. Выше похвалы для плеера, друзья, я еще не слышал. По наушникам тоже следует быть аккуратным. Поначалу я подключал к плееру ушки от 30 до $150, и результат меня, мягко говоря, не устроил. Да так, что я даже загрустил. Но ничего лучше тогда на руках у меня не было, и отложил обзор на некоторое время. Сейчас же подключаю к девайсу HS Audio Ripple, Kinera Norn, Yanin Canon и SoundRime SR5. Я понимаю причину. Shanlink M3X довольно привередлив в этом плане. Ограничиться чем-то подешевле с этим плеером вам, друзья, не удастся. Вернее, вы тогда не сможете насладиться аппаратом в полной мере. Ну а если подробнее пробежаться по указанным моделям, то SoundRime придает звуковой картине просто тотальную реалистичность. HS Audio Ripple делают звучание максимально комфортным и певучим. Yanin Canon живые, идеально проработанные, при этом весьма мелодичные. Ну а Kinera Norn скорее злые, драйвовые и очень жирные. В общем, вы поняли, со всеми этими моделями плеер спелся просто великолепно. Что мне не понравилось в связке? Например, Tin Hi-Fi T5, Blond BLA8, все модели от KZ, CCA, TRN, а также TFZ.
Может, с чистой динамикой плеер не сильно дружен, тут я не знаю, но вот с хорошими гибридами звук ну просто атас. С внешними ЦАПами девайс работает прекрасно, подключал к нему iBus DC03, XDU XD05 Basic и AudDirect Atom 2. Вообще никаких вопросов. По стилистике тоже ограничений никаких не вижу. Ну, с учетом, что аппарат представляет из себя сразу 3 плеера с абсолютно разным характером под любой вкус и с поправкой на использованные наушники. Это тоже, друзья, очень важно. Однако не стоит думать, что SHANLink M3X это такой киллер-девайс, уничтожающий вообще все и вся вокруг. Поскольку у меня есть еще M621, от этого же производителя авторитетно заявляю, что M3X великолепный аппарат в свою цену, но не более. Есть куда расти. Более высокий сегмент предлагает еще более вкусное звучание, хотя это уже ежу понятно. Но на балансе, да с хорошими наушниками, SHANLink M3X, на мой взгляд, ну просто бесподобен. По сравнениям с FiiO M6 и M7 его сравнивать бессмысленно, разве что M11 в этом плане показывает класс. Canon 5.2 заметно проще и куда менее музыкальный. FiiO X5 III намного, даже скорее чересчур жирнее и темнее. Так что нет. FiiO X7 первой и второй ревизии имеют сильный уклон в проработку, оттого выдают не такой певучий и насыщенный звук. Что у нас еще осталось на Android? iBus DX160 и первый Hyber 6, ну примерно на том же уровне. 150 по суше и чуток взрослее. Но там железо еще со времен динозавров. Все программы ходят пешком. У героя же обзора на их фоне все ну просто летает. Так что конкуренты вроде бы как и есть, но по факту почти и нет. С учетом существенно уменьшившейся цены на плеер, M3X стал ну просто конфеткой. На старте продаж за него просили $420, сейчас же ценник стоит около $340, что вот в самый раз. Итогом Hi-Res аудиоплеер SHANLink M3X прежде всего подкупает своей эргономикой, пользоваться им ну просто мега удобно. Экран почти во всю переднюю часть, а в корпусе лишь благородное стекло и металл. Реально порадовал знатно отточенный Android с поддержкой внешних ЦАП и BitPerfect звучанием на абсолютно любых приложениях и сервисах. Можно установить все необходимые вам сервисы Google с их магазином приложений. Все быстро, стабильно и очень хорошо продумано. Из минусов могу назвать простенькое звучание в режиме одного ЦАПа, не самый мощный Wi-Fi, ну и плеер совсем не дружит с дешевыми наушниками и однодрайверной динамой в целом. Зато вот с добротными гибридами, да на балансе, M3X реально дает жару. Так что в одном корпусе мы получаем сразу бюджетный звук от одного ЦАПа, добротный середняк на двойном и просто шикарный с 4,4 мм пентакона. Как это уже принято у USS, сочный, мелодичный, с хорошей правильной массой, глубиной и той самой аудиофилской трехмерностью тембров. Чуть подогнать под себя звучание можно еще выбором усиления и перебором программных плееров. Все они будут работать напрямую с железом. Тут SHANLink реально молодцы, сделали красиво на уровне драйверов. Ну и не забываем о Bluetooth со всеми современными и самыми крутыми кодеками. Универсальная такая получилась машинка под любые вкусы и предпочтения. Исходя из почти 4 месяцев активного использования, могу подытожить: за свои деньги аппарат ну реально бомба. Прошел с ним через огонь, воду и медные трубы. От сомнений в начале до полного восторга в конце. Смело, я считаю, можно брать. Вот такой вот он красивый SHANLink M3X. А на этом у меня все. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.